Трамп сказал на прошлой неделе, что нас грабит весь мир. То есть что это? Это Трампогеддон или это Трамп-ренессанс? Безусловно, первое место с точки зрения экономики и с точки зрения резервной мировой валюты. И валюты для расчетов, и никаких даже близко конкурентов, аналогов нет. Пятничный сюрприз от господина Пауэлла, который будет выступать, и там сейчас все заложили 3 снижения ставки, а он вполне может сказать, что вообще их не будет. Тогда продаем евро, я так понимаю. Сейчас расходы на обслуживание американского госдолга сравнялись с расходами Америки на военно-промышленный комплекс. А это 1 триллион долларов. Возвысимся от тарифных войн и посмотрим, что вообще происходит. Скорее, даже Индия больше претендует на статус следующей сверхдержавы. Всем доброе инвест-утро. Сегодня, 6 марта, я проснулась и поняла, что я живу в матрице. И, наверное, я решила так не одна, потому что каждый день что-то происходит. Ты засыпаешь что-то красное, просыпаешься зеленый. И наоборот. И постоянно так. Ничего не понятно, и одновременно все понятно. Именно поэтому мы собрались, чтобы обсудить, что, собственно, снова происходит, как ведут себя наши портфели вот в этих вот условиях матрицы и кино, которое снимают здесь и сейчас, различные режиссеры. Почему случилась коррекция? Можно ли это назвать коррекцией? Какую коррекцию мы могли бы ожидать и почему? Мы обязательно обсудим. Я когда решала, как назвать свой файл, я назвала его «Трампогедон» или «Трамп-ренессанс». То есть что это? Это Трампогедон или это Трамп-ренессанс? Ну, мы не можем. Мы теперь, давайте смиримся, мы теперь ближайшие несколько лет у нас вот будет имя Трампа всплывать регулярно, потому что это самый популярный экономист, политик и, наверное, еще много-много разных регалий. И обсудим обязательно, надо ли сейчас покупать или надо ли сейчас продавать. Правильно, Стас? Ну да, это в зависимости от того, что сегодня, какое настроение. Трампогедон, да? Или да, трампогедец или трампогедон. Ну, давайте начнем с легкой разминки. У нас есть свои портфели. Я кратко скажу, у меня есть портфель, который я веду давно. Все, кто у нас в эфире, кстати, чтобы не пропустить, обязательно нажмите на колокольчик и подписаться. С 2019 года я веду его публично, портфель ленивца. Так вот, портфель ленивца в этих условиях, он показал с 1 января 3,2% плюс. Я, кстати, хочу подчеркнуть, почему вот это все вот происходит вот так, да? То есть я составляла результаты на вчерашний день, на 5 марта. Сегодня он уже выше. Но сегодня S&P выше. То есть я когда вчера составляла, то S&P был в минусе на 1,3%. То есть ленивец его обгонял. Сегодня он его тоже обгоняет, но дело в том, что S&P уже немножечко отрос. И он уже там меньше, чем 0,5 в просадке. Почему так? Потому что очень здорово за эти месяцы прибавили трежерис, облигаций, и немножечко помогло золото, которое есть в ленивце. Станислав, что происходит с твоими классами активов? А я потом перейду к Трампу, чтобы мы смогли вот дальше так плавно зайти. Твоим портфелем и классами активов. Да, ну давай начнем тогда с результатов февраля. Мы сейчас ведем порядка 61 класса активов. Вот в этом месяце добавили еще порядка 10, за которыми нам интересно наблюдать, и у которых потенциально есть какая-то перспектива в плане доходности. А если говорить в целом, то, конечно, март и тем более начало апреля были, начало марта и февраль были довольно волатильными. Февраль закрылся у нас S&P минус 1,27 и NASDAQ минус 2,7%. Вот. При этом, если брать компании малой капитализации, они просели на 5,2%. Я сейчас, наверное, расшарю экран, чтобы это было удобнее видно. Вот. 5,2% и аналогичный результат по микрокэпам. То есть в целом, конечно, американский рынок в феврале на фоне, прежде всего, тарифной войны довольно сильно просел. Вот. Особенно средней и малой капитализации компаний. Если говорить про интересные, да, вот такие необычные вещи, у нас фонд недвижимости вырос на 3,7%. Вот, это довольно так неожиданно, потому что обычно между рынком акций и рынком недвижимости есть корреляция. Вот. И также интересно, что вырос в целом европейский рынок, вот есть индекс Евростокс, он прибавил 3,7% в феврале, несмотря на, скажем так, мягко, определенные противоречия между Трампом и там, европейскими лидерами и по вопросу тарифов, и по вопросу того, как разрешить ситуацию между Россией и Украиной. Вот. Что, наверное, еще было интересно, если вы помните,
в Аргентине Хавьер Милей довольно весело разогнал криптовалюту, очередной мемкоин, да, в этот раз привязанный якобы к аргентинской экономике, после чего этот мемкоин, я так понимаю, упал больше, чем на 95%. Был грандиозный скандал. И знаете, что произошло с индексом Аргентины после этого? Он продолжил торговаться, он вырос на 250% за последние, там, сколько, 4 года, да, и во время президентства Хавьера Милея за год вырос больше, чем на 100%. А потом врубился, скажем так, появился новый контекст тарифных войн, и в этот момент индекс Аргентины потерял 4,3%. Индию тоже очень сильно распродали. А Китай, несмотря на конфликт, вырос там на 10% выше. Как вы думаете, какой актив пострадал больше всего в феврале? Ты имеешь в виду вообще из мировых? Ну да, из мировых, из того, что можно купить через, например, ETF и фонды. Да, на самом деле, я даже, знаешь, тут это сложно, непонятно из чего выбирают. Там и Индия пострадала, потому что были оценки, там пострадали и small cap, я это вижу, вот Трампа портфолио, да, своему, который, ну, как я его модельно составляла в прошлом году. Тут проще сказать, что не пострадало, наверное. Вот. Это сейчас скажем, да, но как класс активов. Подожди, я знаю кто, я знаю кто. Я сегодня как раз постила, есть такой популярный гуру мемкоинов, но я так делаю на слово гуру, да, просто потому что так принято называть людей, и уже есть некая негативная окраска. Но так или иначе, он промоутер, и он верит в то, что говорит, он на самом деле интересный чувак, но так или иначе, вот есть портфель мемкоинов достаточно известного товарища, и вот этот портфель, он просел практически в пополам. То есть в 4 раза с 1 января и в 2 раза с момента, когда мы делали эфир по мемкоинам в конце 24-го. Поэтому мемкоины. Да, я с тобой И соглашусь. нефть, кстати, нефть в рублях больше, чем на 25% с 1 января. А, Да-да, я угадала? Ты знаешь, к сожалению, я не нашел пока ETF, который бы мемкоины вкладывал, но ETF на эфир, да, потерял 32% в феврале. Вот. И интересно, что Solana потерял чуть меньше, 27%, да, биткоин потерял 17%. Вот. И довольно также интересно, что ARK Innovation ETF, у них недавно вышло довольно интересное исследование по поводу их идей на 2025 год. Всем рекомендую тоже посмотреть. У них есть официальный YouTube-канал у ARK Invest, и Кэти Вуд вместе с аналитиками там презентовала эти идеи. Вот. Но, тем не менее, это им не помогло. Как бы в феврале они потеряли 11%. 11,5% на фоне NASDAQ, который потерял всего там 2,7%. Вот. Ну и уран, да, как ни странно, тоже потерял 11,5%, видимо, на фоне слухов о деэскалации конфликта, да, и заморозке конфликта. Что выросло, ты спросила, да, типа сложно назвать, что выросло. А я все-таки назову, значит. Нет, я как раз и сказала, сложно, что легче назвать, что выросло, потому что меньше в феврале, особенно если ты говоришь про февраль, то меньше было тех, кто вырос, чем тех, кто упал. Да, безусловно. Рубль, кстати, опять же, сейчас все патриоты рубля, они просто встанут и начнут петь гимн, потому что, обратите внимание, нефть больше, чем на 25% в рублях, выраженная в рублях, упала, а рубль в феврале просто всем патриотам преподнес подарок. Да, безусловно, рубль оказался с начала года одной из самых лучших валют. Вот. Посмотрим, насколько долго это. Я честно сомневаюсь, как и, наверное, более-менее те экономисты, за которыми я слежу. Вот. Из защитных активов длинные гособлигации выросли больше, чем на 5%. Да? Прям следом за ними на 4,5% выросли длинные типсы, то есть гособлигации защиты от инфляции. Ну что еще? Ну, как Китай, наверное, да, я могу сказать, что больше ничего не выросло так, как Китай. 11%. Вот, это если, наверное, кратко. Если говорить про наши стратегии, да, нам отчасти повезло, потому что у нас 40% в NASDAQ, да, и это, ну, довольно сильно влияло на результат в феврале. Но у нас есть акции Berkshire Hathaway, это компания, которую возглавляет Баффет, примерно последние лет 70. Вот, и мы про эту компанию и про письмо Баффета сделаем эфир в эту субботу. Праздничный эфир, подключайтесь. Вот. Поздравим Сашу. И я думаю, что
такой серьезный рост в этих акциях принес вот положительную доходность для портфеля. Плюс у нас небольшая доля, 15% в гособлигациях. Это также принесло положительную доходность. Вот. И нефтяной ETF у нас занимает 20%. К сожалению, он сейчас в марте просел. Вот мы его пока продавать не будем. Но вот в феврале он довольно сильно подрос. Итого у нас по Либре получилось 1,35%, да, против S&P минус 1,27 примерно. И под Стаделью мы тоже вышли в плюс 0,37%. Там у нас помимо гособлигаций еще хорошо заперформил фонд, который инвестирует в высокодоходные облигации развивающихся стран. Вот они тоже чуть-чуть скомпенсировали просадку по небольшой доле в NASDAQ. Вот примерно такие у нас новости. Спасибо. Я сейчас скажу, что еще очень-очень-очень выросло, причем подчеркну, что это еще было до вчерашнего дня, потому что я собирала. Предыстория. В июле прошлого года перед выборами президентов мы делали разные портфели. И я обещала, что я буду вот этот свой, некий условно-модельный Трампофолио, за ним следить, отслеживать. То есть вот я засекаю время, мне теперь за ним еще следить где-то до конца мая. Выполняю обещание. В портфеле достаточно большой вес имеют small cap, потому что Трамп исторически, он очень хорош с small cap. Хотя пока вот с учетом тарифных войн и вот этого всего, все неразберихи, возможно, вот это фискальный, то, что называется austerity, да, это голодание некого, им не очень повезло. Но, помимо прочего, у меня был один из тезис, который внимательный слушатель услышал в июле 24-го, было то, что Трамп в роли президента США, скорее всего, желает снизить расходную часть по военным кампаниям, в частности, по участию в НАТО, вероятно, какие-то конфликты завершить, а о каких-то конфликтах и вообще в целом переложить заботу на ЕС. И поэтому одну из компаний, которая вот вытащила, я сразу скажу, что результат Трампофолио с 1 января положительный на 2,4 против минус 1,3. Это все вот вчера, но сегодня это еще больше будет. Неважно, сопоставимо. Так вот, одной из ставок была немецкая компания Rheinmetall. И эта компания в январе выросла на 21,9% и в феврале выросла на 39,36%. По сути, она и еще пара тикеров такого плана вытянули весь этот Трампофолио. Что я хочу вам сказать? То, что в эти моменты я начинаю понимать венчурных инвесторов, которые занимаются, spray and pray, да, то есть если один кто-то, соответственно, он окупает все, да, Станислав? А как там вот компания, которая тюрьмы предоставляет? Ты между Гео. Гео Групп сначала росла в январе, она на 12,62 выросла, а в феврале она предсказуемо просела, потому что зачем столько тюрем, если идет активная депортация, так сказать, места в клетках для птичек освобождаются. То есть мы это еще все посмотрим ближе, наверное, к маю теперь, просто чтобы это было хотя бы замеры квартальные. Хотя с учетом интенсивной политики господина Трампа, возможно, придется влезать туда раньше. Хотелось бы сказать вообще о некоторых причинах на рынке коррекции. Возможно, мы увидим не все, но я бы выделила первую из этих причин. Это то, что рынок как будто бы не верил в то, что Трамп действительно будет способен вводить тарифы. Второе, рынок как будто бы не верил в то, что Трамп может еще эти тарифы увеличивать, сказать, теперь еще 10 бонусом, начиная завтра. Плюс рынок как будто бы не верил, что можно ответить. Хотя китайцы, китайское посольство в Америке, они прям на своем непосредственно, на своей платформе, они публикуют, что если вы хотите торговую войну, мы вам ее устроим, ребята. То есть, пожалуйста, давайте, мы не уступим ни пяди юаня. Потом происходят интересные вот эти вот все геополитические интриги и истории, которые я, наверное, не берусь оценивать, потому что у меня нет соответствующего образования. Но дополнительно происходит еще вот эта политика 3-3-3, то есть существует некий таргет на 3-3-3. 3% рост, 3% инфляция. Что у нас там? 3% дефицит. Нужно либо бешено увеличить производительность, я не знаю, как это сделать. Любой, кто был в Америке, в крупных городах, да и в мелких тоже, он знает, что изношенность в целом инфраструктуры, она очень большая. И одновременно увеличивать производительность в каких-то секторах на вот этой вот инфраструктуре, это из оперы нереально. Поэтому
рынок, наверное, начал переживать, что если одновременно будут давать меньше денег и больше требовать, то пора переоценить вот эти все бешеные оценки. Ну и переоценил. Помимо этого, то есть, м, помимо этого активным ходом идет вот эта компания Dodge, эффективности государственного бюджета, которая пока находит, ну, во всяком случае, массово какие-то неиспользуемые лицензии Microsoft и вызывает на себя огромный просто негатив вообще со стороны всех. То есть любой, кто смотрел выступление Трампа в Конгрессе, он видел, что, ну, достаточно, мне кажется, он в непростых условиях парень работает. Надо вот ему посочувствовать. Станислав, как ты думаешь, что еще стало причиной коррекции? Потому что мой тезис, что я, в принципе, об этом говорила, что коррекция где-то вот к концу первого квартала, она должна была бы быть, напрашивалась, просто по причине того, что как будто бы уже все было в цене. Но у меня нет понимания, это, в отличие, кстати, от Тома Ли, это уже все, я об этом позже скажу. Или еще будет глубже коррекция, там, процентов 10 по NASDAQ. Ты знаешь, ну, мне кажется, нужно сначала понять, что происходило вот в январе-феврале, а потом посмотреть, связано ли движение на рынке с тем, что происходило, есть ли между ними фундаментальная взаимосвязь. Вот. А происходило, в общем-то, два ключевых события. Первое, Трамп показал, что он действует не в интересах Европы, не в интересах там, каких-то союзников, он действует в интересах Америки, как он их понимает. Вот. А понимает он их следующим образом. У них 7,5% дефицит бюджета, у них долг, который все дороже и дороже обслуживать. Сейчас расходы на обслуживание американского госдолга сравнялись с расходами Америки на военно-промышленный комплекс. А это 1 триллион долларов. И Трамп, как человек с бизнес-бэкграундом, он, естественно, что хочет? Он хочет сделать эту машину, ну, если не прибыльной, то хотя бы менее убыточной. Вот. И для этого, естественно, он пересматривает всю концепцию тех расходов, которые были приняты вот, так называемым глубинным государством, да, все, что о чем мы говорили в прошлом выпуске, да, и по сути повысился очень сильно уровень геополитической неопределенности, да, то есть был один мир, в феврале мир стал другой. В декабре европейцы думали, что США будет бесконечно вкладываться в НАТО и нести на себе большую часть военных расходов. Да. В феврале оказалось, что в Европе нужно создать фонд, желательно на 300 миллиардов долларов, а может быть и на больше. Да. Это я напоминаю, при том, что, по сути, только немецкая экономика работает плюс-минус с профицитом бюджета или около нуля. Да. Остальные глубоко убыточные. Там вот Италия, которая один из лидеров, вот, у них там, по-моему, 7 или 8% бюджетный дефицит. Вот, это к вопросу, кто будет, за чей счет будут наращивать военные расходы, да, в Европе. Вот. И действительно, в феврале было много шокирующих заявлений и от Венса, да, на конференции по безопасности, и от Трампа, от их встречи с Зеленским. Ну, естественно, это заставило понервничать многих инвесторов, и в том числе наверняка были какие-то идеологические, да, движения, типа, давайте мы выведем активы из США и приложимся в Европу, потому что что-то США какие-то немного не дружелюбные, что ли, стали, да, по отношению к Европе. Хотя, если вы посмотрите, как Трамп работает с точки зрения дипломатии, то он дружелюбен только по отношению к Америке. Я приводил, по-моему, да, пример на нашем созвоне с Трампом и генеральным директором компании TSMC, которая сейчас вложила 100 миллиардов долларов, ну, точнее, объявила на пресс-конференции вместе с Трампом о том, что они вкладывают 100 миллиардов долларов в строительство заводов по производству вот этих чипов NVIDIA и прочей высокотехнологичной продукции на территории США. А почему они готовы вложить 100 миллиардов долларов? Потому что Трамп 2 недели назад сказал, что если они не вложат, то они их обложат такими тарифами, что у них выручка упадет на 60%. Вот, поэтому это добровольно-принудительное как бы, инвестирование в США. Это то, в чем Трамп, в общем-то, концентрируется, и что, безусловно, очень большие неопределенности для инвесторов и для политиков создает. Вот. Ну и, естественно, самое важное – это то, что происходит тарифная война. Вот. То есть вводятся тарифы со стороны США, в ответ вводятся тарифы со стороны там, Канады, Мексики, Европы, Китая. Вот. А как известно экономистам, по большей части, повышение тарифов приводит, первое, к снижению ВВП, второе, к снижению количества рабочих мест, в том числе в тех странах, которые вводят тарифы.
вот как ни странно, да. И третий момент приводит к тому, что торговый баланс на длинном горизонте не улучшается. Вот таковы были итоги как бы предыдущих тарифных войн, которые Трамп затеял с 2016 по 2020 год, если вы помните. Поэтому очень интересно наблюдать за тем, как Трамп ведет эти сделки. Он считается, наверное, мастером заключения сделок. Вот. И судя по тому, как тарифы вводятся, потом через день замораживаются, снимаются, скорее всего, это отчасти имеет успех уже сейчас. Вот, и способствует тому, что американский бизнес будет экспортировать товары в другие страны по более привлекательным ставкам. Тарифные войны на самом деле ни для кого не хороши. Единственный момент, который, наверное, вызывает у меня пока что непонимание, это гипотеза о том, что в некоторых ситуациях тарифные войны могут быть выгодны и хороши, если они способствуют созданию высокотехнологичных производств на своей территории. Ну, то есть, когда TSMC вкладывают деньги в строительство заводов на территории США, а это, можно сказать, в каком смысле монополист, да, на рынке производства полупроводников, чипов. Инновации происходят не только в создании софта или в дизайне. Инновации происходят в массовом производстве высокотехнологичного оборудования. И меня в свое время заставило пересмотреть, наверное, свои взгляды по поводу тарифной войны книга Айзексона про Илона Маска, где оказывается, да, что когда Маск пытался создать Tesla Roadster, они делали это по привычной схеме сборочного производства, когда со всех частей мира собираются детали, покупаются детали, и потом просто в Пало-Альто в США сборка происходит. Так вот, оказалось, что такой Tesla Roadster стоит по себестоимости, у них уходил $129 тысяч, при том, что они собирались продавать его за $80 тысяч. И оказалось, что так просто не работает. Им пришлось создавать инновации на местах, а именно инновации, связанные с самостоятельным созданием комплектующихся, многих комплектующихся, не всех, но многих, и постепенно с созданием инноваций в области массового производства. То есть самое сложное – это не просто там дизайн машины сделать, самое сложное – сделать так, чтобы дешево и с минимальными погрешностями в качестве создать его так, чтобы юнит-экономика сходилась. И вот это огромная проблема. Это проблема, почему многие американские автокомпании, даже традиционные, рушатся. И почему кроме Теслы в США больше нет электрических успешных компаний. Да? Если взять Никола, они обанкротились. Я свой спич завершаю. Да, хочу сказать, что тарифные войны могут способствовать созданию высокотехнологичных автоматизированных производств на территории штатов. Да? И возможно, что в коротком промежутке времени это негативно для ВВП, да, и это разгоняет инфляцию, да, потому что производить в Штатах дороже, чем где-нибудь во Вьетнаме, да. Но когда у тебя рядом сидят софт-разработчики, дизайнеры и те, кто производит, и это находится в одном месте, темп инноваций больше. И сами инновации создаются более уникальными и с большей отдачей. Это видно как минимум там, по нескольким компаниям. Вот одну из них я Tesla назвал, но есть и другие. Вот, поэтому посмотрим. Мне кажется, что у Трампа очень сильная команда экономическая, вот, и люди бизнеса, поэтому есть надежда, что то, что они делают в тарифной политике, это негативно будет краткосрочно, но позитивно будет с точки зрения конкурентоспособности производства США на длинном горизонте. Что скажешь, Саша? Во-первых, скажу, что надо не забывать отвечать на письма Маска, Додж. Все же видели, да, эти знаменитые, когда департамент разослал имейлы сотрудникам всевозможных, в основном бюрократических ведомств. И там было, по сути, 5 пунктов. Очень простые. Что ты вчера делал, что ты сделал за неделю, вот такого плана. То есть в чем заключается твоя деятельность, что ты сделал вчера, за неделю, такого. Это невероятное оскорбление, понимаешь? Требовать отчета о проделанной работе. Я считаю, что для чиновников это недопустимо. То есть ты бы тоже был в той половине, которая не встала, да, на выступлении президента Трампа перед Конгрессом? Или ты бы в розовом пришел? Там еще были те, которые пришли в розовом, в разных флагах или в черном. Знаешь, оба выбора, мне кажется, одинаково привлекательными. Я бы, наверное, пришел бы в розовом и не встал.
Да. Спасибо. Хорошо, ты тогда далеко не уходи, потому что у меня к тебе и к Андрею вопрос тут такой тоже на разминку, и он имеет отношение, как неудивительно, к тому, что происходит. Парни, если бы у вас сейчас завалялись лишние 5 миллионов долларов, ну вот просто заходишь такое лишнее, ну вот прям, стали бы вы покупать ту самую пресловутую золотую грин-карту? Потому что господин Трамп одним из нововведений видит, ну, по сути, продажа. Это продажа грин-карты, продажа золотая, конечно же, даже золотая, как башня, да? Но, по сути, это продажа американского гражданства и вот этой вот американской мечты любому, кто может себе позволить. И если бы там кто-то даже посчитал, сколько тысяч человек, не так много надо продать этих золотых карт, чтобы закрыть дефицит бюджета. Очень, мне кажется, очень бизнесово. Но вот Андрей, Станислав, Но надо понимать, что 5 миллионов – это вообще, я думаю, пшик по сравнению с теми налогами, которые человек потом будет платить. кстати, он для этих 5, еще важный поинт, он для этих 5 миллионов еще убирает налогообложение на активы, ну, то есть что-то типа нон-дом вот в Великобритании. То есть он не налогооблагает твои активы за пределами США. Мне кажется, надо брать. Ну, давайте честно скажем, да, что, во-первых, есть в США программы типа Так, у тебя лишние 5 миллионов, ты берешь или нет? Не надо вот это вот сейчас. Да, нет, просто блиц. Ты знаешь, я честно, я никогда не был в Америке, поэтому не уверен, что я хочу там жить. Никогда не был в Америке. Господа консулы, если кто-то из вас слышит прямо сейчас, запомните, пожалуйста, его зовут Станислав Скрипниченко. Он не хочет, он не был в Америке. не Поэтому хочет. вы давайте мне визу без всяких опасений. Вот. Это первое. Значит, второй момент. Там есть программа на 800 тысяч долларов, миллион долларов ты вкладываешь и получаешь длительную грин-карту. Вот. А он делает голд-карту, и я считаю, что это абсолютно разумный шаг. Намного выгоднее привлечь пониженными налогами и особым статусом замечательных, крупных, состоятельных людей со всего мира, да, чем видеть, как из США, наоборот, эти замечательные, состоятельные, успешные люди уезжают там в Пуэрто-Рико или там переезжают куда-нибудь в Дубай. Мне кажется, абсолютно правильный шаг. И у меня один только вопрос, почему как бы многие европейские страны давно это делают, а США это как бы не делают. Мне кажется, Вот. просто следующим шагом должно быть снятие персональных санкций с тех, кто это может себе позволить. Андрей, 5 миллионов лишних, грин-карт, американская мечта всей семьи. Берем? Но Как тогда, бы. когда есть Мальта, которая, сколько там, за 15 тысяч долларов ты можешь декларировать сколько угодно дохода и быть налоговым резидентом Мальты, Евросоюза. Я думаю, это предложение вряд ли перебьет Трамп. Ну, что там жить надо же, Нет, поддерживать нет, Substance тоже. Да нет, я нет. знаю эту программу, но там все равно ты должен появляться, ходить, Substance арендовать. Но Интернет это для россиян недоступно, Андрей. нет, Ты... недоступно. Но Андрей уже говорит с позиции человека, который уже купил. Ну, в общем, Андрей тоже не хочет. Вот из-за таких, как вы, ребят, дефицит бюджета, с ним приходится бороться такими сложными методами. Поэтому если будет, запомните, пожалуйста, уважаемые слушатели, что если будет какая-то коррекция, из-за того, что будет направленная политика против одновременно с вниманием к инфляции и на снижение государственного долга, то в этом будут виноваты вот те люди, которые сейчас отказываются потенциально от покупки золотой карты. Запомните их в лицо. А я вам сейчас покажу совершенно вещь, которую никто не видел с 90-х годов. Вот то, что Секундочку, вы... секундочку. Андрей, у тебя нет ощущения, что ты сейчас говоришь с гражданкой США? Вот, тут топит за 5 миллионов инвестиций в ее страну и за Трампа. Дальше я следую пословице: где родился, там и пригодился. Ну, то есть можно, в принципе, все консульства, да, написать от твоего лица эту фразу. Окей. Обратите Как раз внимание, вы хорошо для них. Я вернусь. Они же все переживают, что ты приедешь к ним и останешься, понимаешь? с учетом их демографии я бы переживала, что ты не останешься, а останутся те, кто у них остались. Так вот, вы сейчас смотрите не просто на какие-то страшные непонятные циферки, цифры 10 и буковкой Y, да? Вы сейчас смотрите на феномен, которого не было с 1990, да, наверное, с 90-го года. Да, между прочим, во всяком случае, по Германии. По Пикс я там не буду так кардинально надо смотреть, а вот по Германии такого не было. То есть что это такое? Это слайд с доходностями по суверенному государственному десятилетнему долгу европейских стран. А, И вот это резкий рост стоимости. Почему так произошло? Стас упомянул, что Германия, как локомотив Европы, вышла, по сути, в лице их господина Мерца, объявила, что они будут проводить политику rearm. Это, кстати, одна тоже причина, почему в портфеле Трампа выросла вот этот вот Rheinmetall. Что они будут
перевооружать Европу полностью, невзирая ни на какие ограничения. То есть это не будет включаться, по сути, ну, знаете, как есть у банков такая хитрость за баланс. Вот здесь тоже такая хитрость за бюджет. И рынок на это отреагировал очень нервно, потому что дефициты в этих странах велики. И, ну, давайте возьмем пример, ну, простенький пример, вот возьмем Италию. Вот Италии сейчас, если нужно будет продлить, а они регулярно все продлевают свой государственный долг, ну, то есть то, что называется зароли, да, его, они под эти проценты, во-первых, они их сами не потянут, Германия не потянет, которая им помогает, и они просто ну, не смогут его продлить. По сути, мы можем опять увидеть, да, Да, Саш, прости, да, что перебил тебя. that's Я, okay. во-первых, посмотрел по Германии, аналогичная доходность была и в 2023 году, а до этого последний раз была в 2011 году. И, Всплеск, Станислав, всплеск за ночь. Она там всплеск за ночь, да, а здесь именно сработали в крупных банках, ты это увидишь еще сегодня, завтра, да, сработали но это триггеры. мало, как сказать, это однодневное колебание, оно мало влияет на стоимость обслуживания долга. Да? Ну, мы все понимаем, да, что есть средневзвешенная стоимость обслуживания долга, когда ты вынужден новый долг выпускать, да, вместо того, который экспирируется. Вот, это во-первых. Ну, То, что касается Италии, вот у тебя был такой тезис, что типа Италия не потянет, но у Италии стоимость да. обслуживания долга там 2000-е, 2010 годы была намного выше. Вот, и А сколько стоило евро в тот момент, и какой был у них, какая картина была по ВВП? 1,10, 1,20 стоимость евро. Ага. А если сейчас они будут пускаться в фискальный, ну, вот в этот, ну, вот полностью вот в rearm при текущей демографии, и как изменилась демография? Посмотри, пожалуйста, с 2011 года демография, количество работоспособного населения. Мгм. То есть очень сильно за эти годы поменялась демография в Европе. Сейчас действительно работоспособного населения. Поэтому да, на бумаге, ну, конечно, они заролят, если, то есть здесь есть варианты. Ну, кто за это все будет платить? За это будут платить либо немцы, да, и почему я здесь акцентирую, да, Андрей, вижу, почему я хочу здесь делать акцент, потому что если, на мой взгляд, если они действительно возьмутся за эту программу, любое производство, любое вот химическое, да, которое нужно для вооружения, сталь, любое, оно требует, во-первых, чего? Желательно дешевых, но вообще в общем энергоресурсов. А второе, чего оно требует, это, ну, например, металлов, да, например, никеля, да, чтобы нержавейку делать для каких-нибудь вот станков, для чего-то, для военных каких-то нужд. Нужен никель. Соответственно, я вижу в этом, и не только я, вы можете посмотреть на цену на медь, на цену на никель за последние вот несколько дней и даже с начала года, и увидеть, что там происходит. И мне кажется, что в данном случае либо им придется ну, как-то очень много платить за энергоресурсы, либо нужно как-то будет закрывать глаза на то, что энергоресурсы будут не все такие, скажем так, несанкционные, как сейчас. Да, Андрей, Стас. Ну, а вы можете мне объяснить, если доходности так выросли и все не так радужно, почему евро так выросло? То есть, по идее, оно должно упасть? Смотри, во-первых, ну, мой тезис, я не знаю, наверняка давай так, выросло оно или упало, можно будет судить спустя, ну, хотя бы там, полгода-год, да, потому что ничего это быстро не делается, контракты быстро, в Европе в принципе ничего быстро не делается, там, чтобы к тебе сантехник пришел, не мне тебе рассказывать, надо за 2 недели заявку оставлять, да, поэтому давай посмотрим на более высокий горизонт. А так, мой тезис, почему это могло так произойти, я не знаю, насколько господин Мерц склонен к шоу и сделкам, как господин Трамп, но если мы живем в неком шоу, где можно сказать сегодня одно, завтра в другое, или это перекрутить, или перенаправить, то это объясняет. Потому что если действительно они вкладываются, то я не вижу здесь пути, кроме как через ну, какую-то девальвацию евро определенную. Станислав. Но я так понимаю, что Трамп сказал на прошлой неделе, что нас грабит весь мир. То есть он делает весь мир, ослабляет свои национальные валюты против доллара для того, чтобы экспортировать в Америку без тарифов, соответственно, свои товары. Вот. И из-за этого у США там
дефицит торгового баланса там минус 700 миллиардов долларов. Нам это надоело, мы вводим тарифы, да, и мы будем смотреть на то, как другие страны управляют своими валютными курсами. И что после этого доллар начал слабеть относительно остальных валют. Вот прям, по-моему, за 10 лет самая сильная недельная ралли, да, я вот по новостям смотрю. Второе самое сильное ралли в евро случилось за десятилетие, вот, за одну неделю. Вот. Поэтому что-то мне подсказывает, да, что Европа пытается быть более удобной. Вот. И в том числе и валютный рынок как бы это отражает. То есть валютный рынок – это один из самых эффективных рынков в мире, и там ожидания прайсятся мгновенно. Вот. Я могу ошибаться, но что-то мне говорит о том, что европейские страны будут делать все для того, чтобы евро укреплялся относительно доллара хотя бы сейчас, чтобы до августа как бы Трамп не ввел там все эти тарифы, так называемые, да, взаимные или reciprocal, да, тарифы. Да, вот тебе еще одна версия. А у нас осталось 2 пункта. Я скажу про Тома Ли и передам слово Станиславу Продалеву, потому что, во-первых, я больше люблю Тома Ли, он моложе, извините, ребят. Во-вторых, он обычно больше более позитивный. Так вот, Том Ли, это управляющий Фанстрат, он сказал, что, возможно, уже вот эта вся негативная информация в ценах, и, возможно, вот сейчас и на протяжении марта уже надо будет покупать. Но при этом он тоже, конечно же, то, что называется кошес, обращает внимание на то, что у нас будет происходить с инфляцией, на все макропоказатели, потому что у нас полная бинго, у нас в пятницу, 7 числа, у нас, во-первых, может быть пятничный сюрприз от господина Пауэлла, который будет выступать, и там сейчас все заложили 3 снижения ставки, а он вполне может сказать, что вообще их не будет, тогда рынок расстроится. Ну или не сказать, тогда рынок взлетит на крыльях. А второе, то, что в пятницу веселого, даже 3 пункта. Первое, Пауэлл выступление. Второе, у нас NFP, это Non-Farm Payrolls, да, результаты, они ожидаются слабее, это по рынку труда. И третье, то, что завтра тоже происходит в пятницу, и мы, видимо, может быть, даже коснемся в субботнем эфире, если будет уместно, большой криптослет по обмену премудростями Василис, потому что там же все идет обсуждение, что будет в этих стратегических резервах из крипты в Америке, что не будет, там такой состав очень, очень сильный, ребят, очень. Но про Тома Ли я вам сказала, он больше буллиш, он ждет коррекцию, но не больше 10%, и по итогам года пока он все-таки буллиш. Сказал, что негатив большей частью заложен в ценах. И второй момент, по Далио, из всего интервью Далио, которое я послушала, я для себя сделала такой вывод, его там не было. Но это то, что главный навык банкира будущего – это умение отличать на зуб 585-ю пробу от 999-й пробы. Станислав, передаю тебе слово. Я, если честно, не понял шутку про 585-ю пробу. Вот я это... Ну, просто давным-давно, если ты помнишь, в вестернах, когда золотую монету, они пробовали, настоящее золото или нет. То есть далее он все время переживает за то, что доллар обесценивается, что если будет увеличиваться еще больше долг, то на горизонте, вот он в интервью называл там 3 лет, ну, он плюс-минус, да, могут быть не очень хорошие последствия. Девальвация валюты – это всегда плохо, девальвация доллара – это всегда не очень хорошо. Соответственно, реальные активы, соответственно, что золото, соответственно, когда он был молод и горяч, то, ну, конечно, золото на зуб еще не проверяли, но в целом это один из его любимых, в том числе, активов, именно живых активов. Ну, а про то, что... Я думаю, у него будет возможность на зуб проверить совсем скоро золото, потому что собираются как раз самый большой золотовалютный резерв провести аудит в США, и я думаю, что там могут обнаружиться какие-то интересные вещи. Мне кажется, они уже не будут проводить, потому что такой вокруг этого негатив. Но так или иначе, ребят, к вопросу об аудите, сейчас активным, полным ходом идет налоговый период, поэтому если вы опасаетесь, что аудит ваших золотых хранилищ может, при аудите может быть найдено что-то неучтенное, и за это вы можете получить потенциальные штрафы, это могут быть ваши зарубежные счета, зарубежные доходы, что угодно, то, пожалуйста, обращайтесь, будет ссылка в НДФЛ Гуру, они вам обязательно помогут. А Станислав с Далио вам поможет и скажет, что надо покупать или продавать. Да, Далио считает, что будет большой бум, если США не снизят, причем уже в этом году до 3% свой бюджетный дефицит. Потому что есть такая системная негативная обратная связь. Когда ты начинаешь занимать в долг для того, чтобы расплатиться по процентам, по своему долгу, это создает порочный круг.
И накопление долга происходит уже по методу снеговика или там снежного кома. Вот, поэтому очень просто. Надо либо жестко резать определенные косты, увеличивать налоги, снижать расходы. Ну, в принципе, то, что и делает сейчас Трамп. Вот. Либо мы столкнемся с тем, что долг будет расти неконтролируемо. Вот такой как посыл у Трампа. Ну и здесь, наверное, сложно с этим не согласиться. С другой стороны, конечно, у США, по крайней мере, на данный момент, в головах инвесторов действительно, безусловно, первое место с точки зрения экономики и с точки зрения резервной мировой валюты. И валюты для расчетов, и никаких даже близко конкурентов, аналогов нет. Вот. Но те, кто читали книжку, у нас, кстати, на сайте Pragmatus Capital есть полный перевод этой книжки, и, по-моему, она уже на русском тоже вышла. Мы ее переводили прямо по главам, когда ее Рэй Дэлио выкладывал. Я говорю про книжку «Изменяющийся мировой порядок». Вот. И там, в общем-то, очень подробно разбирается, как статус мировой резервной валюты теряется сильно после того, как происходят очень катастрофические изменения в экономике. То есть сначала все начинается с падения уровня образования, потом есть еще несколько факторов, например, там уровень конкурентоспособности бизнеса падает, падает там военная мощь, и только в самом конце отказываются от валюты как мирового резерва. Да? Так вот было когда-то с Голландией, потом случилось с Великобританией, да, если вы знаете, в 40-е, 50-е годы английский фунт был основной мировой резервной валютой для центральных банков. А потом этот статус потерян был. Да? Вот сейчас у доллара, безусловно, такие риски есть, но, на мой взгляд, его вывод о том, что типа следующим будет Китай, как мировая сверхдержава и как резервная валюта, этот вывод, мягко говоря, сомнительный. Ну, пока то, что происходит в Китае, подтверждает то, что это пока крайне маловероятно. Скорее, даже Индия больше претендует на статус следующей сверхдержавы. Вот. У меня все. Да, спасибо большое, Стас. Ну, на самом деле, мы сегодня обсудили такие текущие новости, да, и такой немножко краткосрочный вью. А вот в субботу присоединяйтесь к нам, мы будем обсуждать такую долгосрочную историю, которая попала, ну, вышла недавно. Это письмо Баффета. И я думаю, там... Стас, как ты думаешь, насколько Баффет думает вперед лет? То есть его вью такое. Ну, у него, по-моему, есть фраза, что если ты не готов держать акцию 10 лет, то тебе не надо владеть ею 10 минутами. Вот. А вообще Баффет это тотальный отрицатель макроэкономики. Он вкладывает в бизнесы и не вкладывает на основе макроэкономики. Поэтому смотрит он, наверное, надолго, но смотрит именно глубоко в компанию. Ну вот, соответственно, в субботу все это посмотрим немножко с другой, как это, возвысимся от тарифных войн и посмотрим, что вообще происходит. Спасибо большое, Стас и Саша, за такой хороший разбор. Ну что, тогда продаем евро, я так понимаю, и смотрим в ближайшие полгода, что произойдет. Да, и я бы сказал так, что вот Саша мельком сказал, да, что Том Ли считает, что это хорошая возможность купить активы. Вот, на мой взгляд, там осторожно, мы вот тоже сейчас начали покупать те активы, которые сильнее всего просели. И отдельные акции, и те же фонды, тот же Small Cap, да, например, который очень сильно распродан. Вот. Это не инвестиционная рекомендация. Всем хорошего дня. Все, спасибо, пока-пока.